Прозвучала фраза, что закон технический. Нет, закон политический как раз. Мы все время ищем способ, как проверять наших граждан. И провоцируем у граждан отрицательное отношение к власти. Если власть каждый день и каждый час проверяет и извещает граждан. Я понимаю, нужна борьба с коррупцией. Но разве губернатора Сахалина, бывшего Хорошавина, поймали на декларациях? Все в декларациях было в порядке, в полном. Он просто дома хранил деньги. Мы провоцировали его. Миллиард лежал дома, а миллиард должен был бы работать на нашу экономику. $1 триллион, это 50-60 триллионов рублей мы заставили наших граждан отправить за границу. А сейчас там накладывают эмбарго или там запрет, тоже проверяют. Они с нас берут пример. Вы в России проверяете своих, а мы ваших проверим еще и у них там, в Лондоне. И все граждане России под проверкой. Внутри страны, за рубежом. Везде все проверяем, а потом сколько инфаркта, инсульты, все. Смертность у нас, так сказать, не уменьшается. Что, сами давим. Сейчас вот Николай Михайлович Харитонов вдруг напал на руководителя другой фракции. Я считаю, это недопустимо. Рядовой депутат одной фракции не имеет права давать оценку выступлению руководителя фракции целой. Это недопустимо. Тем более, это свобода слова. Тем более, ничего обидного в отношении колхозников не было сказано. Вы иногда не улавливаете мысль. О чем человек говорил? Он говорил о том, что разучились работать, потому что советская власть еще отбила охоту работать. Вот, работать. Сидите и помалкивайте, Харитонов. Ведь я вчера на Госсовете привел эти страшные цифры. Только в одном, в 1964 году, я хорошо запомнил его, потому что у меня было совершеннолетие, я приехал в Москву. 3000 человек расстреляла советская власть по приговору суда. Расстрел за занятие предпринимательской деятельностью. Кстати, а у них же члены семьи есть. А за все годы советской власти. А сколько просто сидело в тюрьмах. Основная статья не была антисоветская, 58-я статья. Там, может, 10% заключенных. 90% заключенных при советской власти и сейчас это люди, которые хотят заниматься бизнесом. И мы им мешаем. Контроль. И кто будет работать тогда? Ведь тогда мы отобьем охоту работать у тех, кто может. А кто не может, они правильно боятся. Они не хотят. Даже лишних 20 кур завести, лишнюю свинью завести, корову завести, что-то там еще завести. Поэтому, когда мы усиливаем процедуры проверки наших граждан, мы должны подумать о последствиях. О последствиях. Представляете, если бы мы сохранили жизнь всем предприимчивым людям за 20 век, то мы были бы сильнее Америки, сильнее Китая. В Америке никого не расстреливали за предпринимательство. И в Китае. Китайцы всю жизнь сидят в лавках. В моем родном городе лавка была только у китайца. А все остальные боялись. А моя тетка в тюрьме сидела за то, что она масло привезла подешевле из деревни, Николай Михайлович, из деревни. Масло подешевле, потому что там оно дешевле, в город. За это в тюрьму советская власть считалась спекуляцией. Потому что она наживалась. А как же жить, интересно? Нужно было мясо, дешевое масло из деревни привезти в город и продать еще дешевле. Вот молодец, вот это коммунист, а? А как же он будет жить, если он там масло купил или сделал, и в городе ниже себестоимости продал? Кстати, сама экономика была заложена на идиотизм, Николай Михайлович. Поэтому рухнула страна. ГКЧП один из первых лозунгов дал: землю дадим. Вот когда запахло жареным, скорее обещают снова землю дать. В 17-м обещали, не дали, в 91-м обещали, не дали. И сейчас не дают. И сейчас я не оправдываю нынешний режим. Поэтому все время бьем по тому, кто умеет работать. По рукам бьем, по мозгам бьем. И сегодня сотни тысяч заключенных в наших тюрьмах. Слушай, люди умеют работать. Мы говорим, нельзя, нарушил что-то. И сейчас вот докажи, покажи везде, мы тебя все проверим. Слушайте, а кто такой человек, у которого нет счетов в банке? Нет удачи, нету машины, нету мебели. Кто он такой? Круглый идиот. Он ничего не умеет делать. Он бомж, готовый бомж, ничего не умеет. Вот он хороший человек.
Ничего нет у него, входит в лохмотьях и на митингах орет: долой власть, дайте мне пособие. Он безработный. Почему он безработный? Его выгнали, он не умеет работать. Хорошего человека никогда не выгонят с работы. Поэтому вам бы, Николай Михайлович, помолчать. Вы были директором крупнейшего совхоза. Как вы выдали удачно своих дочерей замуж, сколько было свиней в вашем совхозе. Вы до сих пор живете на доходы от вашего совхоза. И сыты, и довольны. И правильно. Вы что, умеете работать. Умеете работать. Поэтому мы всегда за крестьян. Но мы же друг другу противоречим. Васильев говорит, надо заставить людей работать. И Харитон говорит, заставить. И начинаем друг с другом здесь сцепляться, перед кем-то извиняться. Извиняться ни перед кем не надо. Я вам уже сказал, Новочеркасск мы расстреляли. И где депутат от Новочеркасска в Думе сидит какой-нибудь? Вышел сюда. Да, действительно, это страшно было. Ни один депутат Ростовской области не вышел сюда. Если бы это было в моем родном городе Алмате, я бы тут вчера весь день бы заставил бы вас приносить извинения перед жителями Ростовской области. Ни один депутат не вышел. Уже показали правду, как расстреливали Николай Михайлович. Это что делала советская власть? Из танков, из пулеметов, из автоматов, по обычным по коммунистам. Коммунисты в форме советской армии по коммунистам рабочим стреляли. Это что такое вообще? И раненых уничтожали. И всех свидетелей в тюрьмы позагоняли, чтобы все замолчали. Не было события такого. Ну хорошо, промолчали 50 лет. Сейчас сказали. Поэтому я считаю, что надо подумать о том, чтобы нам помочь нашим гражданам все свое имущество, деньги хранить спокойно в нашей стране. Появятся признаки преступления? Занимайтесь преступниками. А что вы всей страной занимаетесь? Вся страна под микроскопом. Так а посмотрите, сколько уезжает и сколько денег продолжает уходить. Там деньги блокируют, они назло нашей власти все равно деньги туда уводят. Об этом подумайте в Министерстве финансов и другие наши министры, что надо не пугать граждан, а наоборот их вдохновлять на труд.